Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт вкусных, сочных уйгурских мант. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сейчас приготовим тесто. Просеиваем муку. Муки у меня 1 килограмм. Пшеничная высшего сорта. Нам нужно приготовить очень тугое тесто. У меня на канале есть много разновидностей теста на манты, где я готовлю без яйца, с яйцом. Посмотрите, я оставлю ссылочки под видео в описании. Сюда же добавляем 1 чайную ложку соли, 1 яйцо и желток и белок вместе. Можете готовить и без яйца. Воды нужно добавить меньше. Очень тяжело его вымешивать, такое тесто, но оно изумительно, ничем не хуже, когда с яйцом. Яйцо для гарантии того, что у вас тесто получится хорошо. Я взяла 500 мл холодной ледяной воды. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Я очень люблю среднеазиатскую кухню, в частности узбекскую. Я родилась в Каршах, Кашкадаринской области. Это город Карши в Узбекистане. И очень люблю узбекскую кухню, в особенности манты. И мама меня научила готовить великолепные блюда узбекские. И сегодня я с вами делюсь с удовольствием рецептами блюд. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда любите вы. Вот у меня все 500 мл ушли. Посмотрите, какое тесто тугое. И я сейчас уже воду не добавляю. Я стараюсь тесто месить. Я под видео в описании оставлю видео, где я готовлю узбекскую кухню. Я вот лагман готовила на канале. Очень отличный рецепт, посмотрите. Выкладываем на рабочую поверхность и вымешиваем тесто. Под пленочкой потом тесто будет мягче, нам нужно, чтобы оно было тугое. Вот такое тесто, оно идеальное на манты, на хинкали, на пельмени, вареники. Идеальное тесто. Но вот так его нужно вымешивать. Одним словом, handmade. Ручная работа. Немножко потрудитесь, зато потом вы получите великолепные изделия. Манты будут нежные, тесто эластичное. Вот посмотрите, оно у нас уже мягче становится. Если у вас тесто тугое, у вас манты будут держать великолепно форму. Эстетично, приятно есть. Все, вот так мы замешиваем. И сейчас еще буквально минут 5. Вот такое у нас тесто получилось. Посмотрите, какое оно тугое. Оно будет мягче. И сейчас мы его в пакет. Можно, конечно, просто накрыть вот так миской, но чтобы не заветривалось тесто, все равно как-нибудь, может быть, попадает, если у вас в комнате сквозняк, поэтому лучше в пакете, в клееночку. Тогда тесто будет мягкое, эластичное и хорошее. Итак, сейчас готовим начинку. Здесь у меня говядина. Можно из телятины, из баранины. Очень вкусно. Мы будем нарезать на кусочки. Говядина у меня 2 900. Жир говяжий, либо курдюк берем мы обычно. Если вы не переносите, не любите, вы можете добавить топленое масло, либо сливочное масло. На такое количество где-то 3 столовые ложки топленого масла. Здесь у меня говяжий жир. Будем нарезать кубиками. Мясо будем нарезать кубиками. Предварительно обязательно мясо освободим от пленок. Лука должно быть столько же, сколько и жира. Но у меня лука больше. У меня здесь 2 килограмма, 4 большие головки. Значит, 3 килограмма, 2 килограмма и 900 грамм жира. Все, сейчас мы будем нарезать. Я этот процесс вам показывать не буду. Сразу покажу в готовом виде. Итак, мясо мы измельчили. Посмотрите, мелко. На мелкие кубики. Очень нежное мясо. Вот так у нас выглядит жир. Тоже на мелкие кубики. И вот так выглядит лук. Посмотрите, очень мелко. Пол столовой ложки добавляю зиру и добавляю столовую ложку душистого горошка. Вот у нас как получилось. Добавляем к луку. Сюда же добавляю кориандр и перемолотый лавровый лист. 1 столовую ложку. 1 столовую ложку красного молотого перца. Я добавляю 3 чайные ложки, вот так сверху, соли. У меня морская. Лук хорошо смешиваем, пожимкаем, чтобы он был мягким, не рвал тесто. Вот так все хорошо смешиваем. И как раз лучок у нас пустит сок. Лучок осел, видите, все готово. И сейчас мы все составляющие соединяем мясо. Сюда же добавляем жир. И сейчас мясо и жир смешиваем.
И сейчас сюда же добавляем лук. И сюда же еще немножко добавим воды. Где-то миллилитров 100. Чтобы специи хорошо распределились и манты получились сочные. Я тесто обмяла. Посмотрите, какое у нас тесто великолепное. И сейчас делим его на 4 части. Тесто откладываем в пакет, чтобы оно не заветривалось. И сейчас нам нужно прокатать 2 жгута. Нарезаем на одинаковые кусочки. А теперь каждый шарик вот так скатываем и на стол. Шарики наши готовы. Подпыляем мукой. И каждый шарик вот так прижимаем, чтобы нам удобно было раскатывать. Каждый шарик где-то по 26-27 грамм. И раскатываем. Так, чтобы края у нас были тонкие, а в серединке немножко было теста. Посмотрите, сочни какие тоненькие. Выкладываем 1 ложку хорошую, приминаем чайной ложечкой, собираем в конус, чтобы удобно было собирать. И сейчас вот сюда в ложбинку устанавливаем сочень, зажимаем краешек и собираем конусу вот так кверху, чтобы у нас получилась вот такая красивый изгиб. Сейчас здесь то же самое, ложечкой вот так поджимаем, собираем вовнутрь. Тесто тонкое, поэтому все будет по-любому вкусно. И вот так собираем в конус. Посмотрите, какой хорошенький у нас получился мант. У меня сочни диаметром 12 сантиметров. Чтобы они более эстетично смотрелись, я еще подровняла их вырубкой. Вовнутрь пальчиками помогаем и защипываем, как мы защипываем курзе. И с этой стороны поджимаем ложечкой. Смотрите, сколько сока. Вот, чтобы краев не касалось, иначе залепливаться будет сложно. И собираем точно так же в серединке. Вот такой. Обмакиваем каждую мантышку в растительном масле без запаха и устанавливаем на ярус. Выкладываем на расстоянии, держим за серединку. Воду мы уже поставили, чтобы она закипела. Основание кастрюлю должна вода закипеть. У меня, кстати, на канале есть много рецептов очень удачных мант, а также с тыквой я готовила, с мясом. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите, я думаю, вам понравится. Все устанавливаем в кастрюлю. Манты будем варить на большом огне в мантоварке 30-35 минут. Итак, дорогие друзья, манты получились просто на славу. Тонкое тесто, сочные и очень вкусные внутри. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, лайки и комментарии – очень большое воодушевление и мотивация для нас. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.